Всем привет! Купил недавно себе планку памяти DDR4. Одну из самых дешевых. Емкость у нее 8 гигабайт. Частота 2666 МГц. С двух сторон у этой планки 16 чипов памяти. Высота стандартная 31 мм. Никаких радиаторов не предусмотрено для охлаждения. То есть явно память не оверклокерская никакая. Но в отзывах народ пишет, что до 3200 МГц разгоняется она неплохо. Даже больше показателей есть. С учетом цены, в принципе, я считаю вариант неплохой. Ну вот сейчас посмотрим, насколько она хорошо разгоняется и насколько это влияет на производительность компьютера. Материнская плата у меня Asus Prime Z270P. Поддерживает разгон памяти. Процессор обычный Celeron 3900. Ну, Celeronчик, конечно, слабенький процессор, но для разгона памяти это не критично. Вставляем планочку памяти. Итак, я загрузил значение BIOS по умолчанию. Частота памяти у нас стоит автоматическая, напряжение тоже. И как видно с правой стороны частота 2666 МГц, напряжение 1,2 вольта. Емкость 8 гигабайт, соответственно. Сейчас загрузимся в Windows, запущу AIDA и посмотрим, какая реальная скорость у этой памяти. Итак, зашел в AIDA. Смотрим. Частота у нас 2666 МГц. Память двухранговая. Так, и смотрим тайминги. Почему-то тайминги у нас 19, 19, 19, 43. Хотя если посмотреть на карточку товара, то там 19, 19, 19, 32. Последний параметр почему-то выше, чем нам обещали. Так, ну ладно, запускаем тест. Итак, скорость чтения у нас 19667. А должно быть 21300. Я так предполагаю, что последний тайминг как раз повлиял. Ну вот сейчас тест закончится. Установим его вручную и посмотрим, насколько это повлияет на скорость чтения. Заходим в Drum Timing Control. И последний тайминг это у нас T-раз. Ну, судя по всему, это он. Ставим 32 и проверяем после перезагрузки. Итак, загрузился я, провел еще раз тест. Скорость чтения стала чуть повыше, но до заявленного значения в 21300 все равно не поднимается. Попробуем уменьшить тайминги. Судя по отзывам, до 18 наносекунд или даже до 16 опускать их можно. И сейчас мы с этим поэкспериментируем. Я не буду весь процесс подбора таймингов записывать, покажу лишь конечный результат. Ну вот минимальные тайминги, с которыми удалось запустить компьютер. 15, 15, 15, 28. Частота 2673 МГц. В принципе, это не особо повлияло на скорость чтения. То есть, как было там 20 гигабайт в секунду примерно, так оно и осталось. Но это не слишком интересно на самом деле. Сейчас будем двигаться вверх по частоте. Алгоритм примерно такой. Увеличиваю частоту
пробую загрузиться. Если не получается, увеличиваю на единичку тайминги. Процесс я этот записывать не буду, соответственно, увидите только конечный результат. Поехали. Память без проблем стартанула на частоте 2800 МГц. Тайминги, правда, пришлось чуть-чуть поднять. 16, 16, 16, 28, иначе система не загружалась. Напряжение 1,2 не трогал. Прогнал небольшой стресс-тест аидовский на минут на 5. В принципе, работает стабильно. Как видно, скорость чуть-чуть подросла. Но не будем останавливаться на этом уровне, идем дальше. Следующий уровень — частота 2,938 МГц. Без проблем взял на тех же таймингах 16, 16, 16, 28. Стресс-тест пройден, можно двигаться дальше. Память запустилась на частоте 3074 МГц, но тайминги пришлось на единичку поднять. 17, 17, 17, 28. Скорость чтения выросла почти 23 гигабайта в секунду. Двигаемся дальше. Рубеж в 3200 удалось успешно взять. Тайминги, правда, пришлось еще немножко увеличить. 18, 18, 18, 28. Также пришлось поднять напряжение до 1,28 вольта. Стресс-тест прогнал, в принципе, работает стабильно память. Частоту 3330 МГц удалось взять сходу без проблем. Тайминги остались те же, напряжение тоже 1,28 вольта. В стресс-тесте ошибок не было. Идем дальше. Ну вот, собственно, и все. Предыдущее достижение было последним. На частоте 3466 МГц память стартовать отказалась. Даже с таймингами 20, 20, 20, 40 и напряжением 1,37 вольта ничего не получилось. Поэтому не вижу смысла дальше насиловать оборудование. Максимум, который удалось достичь малой кровью, это 3330 МГц. Сейчас я протестирую память на всех частотах со всеми таймингами на отсутствие ошибок. Для тестирования буду использовать программу AIDA, стресс-тест памяти. Также на всякий случай еще вот такой программкой OCCT также проведу стресс-тест. Вроде как она более требовательна к отсутствию ошибок. Вот. И дополнительно в процессе тестирования AIDA, ну я так довольно длительные тесты запущу, минут там по 30, наверное. Буду мерить температуру планки памяти. Для этого будет использоваться цифровой термометр. Сейчас я его подключу. Подсоединил термометр к планке памяти. Вот такой колхоз. Термопрокладка, прищепка. И сам прибор. Вот такие показания у него. Чтобы поток воздуха не обдувал дополнительно планку, поставлю вот сюда такую линеечку. И тогда показания будут, я думаю, наиболее точными. Итак, все тесты я провел, все прошло нормально, без ошибок. Можно подвести небольшие итоги. Если говорить о скорости памяти, то в результате разгона она выросла достаточно существенно. Примерно на 24%. Как видно из графика, скорость прямо пропорциональна частоте. Теперь давайте посмотрим на график температуры. Температура также увеличивалась с ростом частоты памяти, но это увеличение было незначительным. Буквально на 2 градуса всего выросла температура, и 37,5 градусов максимум при длительном стресс-тесте, ну, нагревом назвать нельзя, скажем так, поэтому можно сказать, что память не греется практически. Что касается быстродействия, то тут все немного сложнее. Дело в том, что существенный прирост быстродействия будет получен только в том случае, если память была узким местом. В моей же системе с процессором Celeron узким местом является скорее процессор.
Поэтому найти задачи, в которых ему бы не хватало пропускной способности памяти, довольно сложно. Вот, к примеру, тест КПЮ-Z. В принципе, на частоту памяти он никак не завязан. Скорее всего, из-за того, что весь тест помещается в кэш процессора. Тест WinRAR, который активно использует как процессор, так и память, показал небольшой рост в скорости, но он не слишком-то значительный. Всего лишь порядка 11%. Но, тем не менее, рост есть. Современные игры я тестировать не стал, поскольку процессор явно слабый, а запустил старенькую игрушку Quake 1. И, как видно из графика, прирост скорости здесь был, но он был еще меньше, чем в WinRAR, около 6% всего. Ну и в конце подведу небольшой итог, что данная память является хорошим бюджетным решением, несмотря на то, что у нее нет никаких радиаторов, подсветки и прочих атрибутов. Она хорошо гонится, практически не греется, ну и цена очень радует, скажем так. Всех благодарю за внимание, всем пока.